начать? So we'll end in just about an hour. Думаю, что нам еще около часа на сегодня осталось. So, let's go back then to the Four Noble Truths. Так, вернемся к 4 благородным истинам. Мы начали эту тему. Just to make sure we're all in the... So what we're talking about now is actually, we're still on the first Noble Truth. На самом деле это не так легко разобрать, мы вот сейчас уже много говорили, а всего лишь еще только на первой части этой темы остановились. Это первая благородная истина. And this is the truth of dukkha. Истина духа. And what I'm explaining is the third level of dukkha. Ага, и то, что мы объясняли здесь, в том числе в связи с разговором о перерождениях, это все было связано с третьим уровнем духи. And this is called, again, pervasive conditioned suffering. Итак, всепронизывающее или всеобъемлющее, скажем, страдание обусловленности. So what essentially it means is that we are conditioned by our karma and our delusions. Это означает, что все абсолютно, и в том числе мы, обусловлены нашей кармой и аффективными состояниями. To experience dukkha, or unsatisfactoriness, unsatisfaction, dissatisfaction. Итак, переживать духху, скажем так, да, склонять это слово по-русски. Переживать духху означает переживать состояние неудовлетворенности. And we experience that, then again, it's called pervasive because it's throughout all of our lives. И почему называется всеобъемлющее или всепронизывающее? Потому что действительность, она такова, что весь и всякий, абсолютно весь опыт нашей жизни, наших жизней, скажем так, он целиком полностью представляет собой духу. То есть это есть нечто такое, что не приносит удовлетворенности. So as long as those factors are there, karma and delusions, we will go from life to life. The И cycle of до тех existence. пор, пока имеют место эти упомянутые факторы, карма и аффективные состояния, будет продолжаться цикл наших существований, и он не исчерпается, не остановится. So I was talking about in particular the four characteristics of karma, so we understand how karma В works. связи с этим мы также только что обозначили 4 характеристики кармы. And the last one was that actions that we do, karma we create, is never wasted. Действие, последняя характеристика, с третьей перекликается. Последняя характеристика, что созданное действие никуда не потеряется, никогда не исчезнет, не потеряется в общем. So once we create the karma, once we plant that seed, it will ripen into the results. То есть если оно создано, то оно рано или поздно, когда-то оно приведет к своему следствию. But there are exceptions. Есть исключения своего рода. If we plant something that is unskillful, that is not a good action, I don't know, I hate to use these words like positive, negative, good, Часто bad. используют такие выражения, как позитивные и негативные, то есть хорошие и плохие действия. But if we plant something that is negative, Но we can interrupt that from creating its result through purification. вот Дон предпочитает использовать skillful, да, то есть умелый и неумелый. Хорошо. В общем, суть в том, что если мы создали некоторое негативное, дурное действие, то единственным исключением из общего правила, то, что оно обязательно должно привести к результату, будет, что мы можем выполнить специальные очистительные действия или очистительную практику. Если мы действительно успешно выполнили эту очистительную практику, то тогда мы нейтрализуем последствия, и это совершенное ранее действие больше не приведет к этим дурным результатам. But if we don't purify that negative action, we will get the result. Тем не менее, если таких очистительных действий не будет совершено, то рано или поздно, так или иначе, это совершенное дурное действие обязательно приведет к своему следствию. Then on the other hand, if we create a positive action, a skillful action, С другой стороны, можно радоваться, ведь если мы совершили позитивное, хорошее действие, то оно также обязательно, вне всякого сомнения, рано или поздно, когда-то, as long as that isn't interrupted, it will produce a favorable result. без всякого сомнения, рано или поздно приведет к своему, также приведет к своему следствию. So how do we interrupt a good seed, a positive seed? By having very strong anger? Пардон, здесь все-таки было тоже сказано, тоже исключение, если оно не будет прервано его последствия. А как оно может быть прервано? Но вот если речь идет о хорошем действии, то также оно может быть нейтрализовано сильным гневом, например, или чем-то еще нехорошим. So anyway, those are the four characteristics of karma. Однако все 4 характеристики кармы являются действительными, они действуют. And we can understand how to work with karma by following those four.
И если мы хотим понять способ, как действует карма, то просто опираться надо именно на эти 4 принципа. So, during the break, what's your name again? Был какой-то вопрос в перерыве еще? Oh, is it? Okay. Alex. Alex, okay. So I was talking to Alex, and sometimes we get into this thinking that we have to believe in karma. Иногда людям кажется, что они должны верить в карму. But I don't think that that's really the best way to look at it. А вот Дон не кажется, что это лучший способ, как мы должны к карме относиться. Venerable Робина, who I mentioned earlier, she often says we should use the idea of karma as a working hypothesis. Hypothesis or theory. Карме, более конструктивный способ отношений, это как к некоторой научной теории, скажем так, достаточно разработанной теории. So if we learn about karma and we start to live our lives according to those rules, and then we see what results we get. Если мы изучим вот эти самые представления о карме, о том, как она действует, и начнем строить свою жизнь соответствующим образом, мы увидим результаты этих самых своих изысканий. I mean, there will be some noticeable effect, there should be, because most of the negative actions are those that harm others. There should be a noticeable effect, something we can notice, something we can see that is positive when we follow the laws of karma, because most of the karma that is negative involves harming other beings. Итак, мы, конечно, должны увидеть в том числе и последствия негативной кармы, потому что карма в основном, вся та дурная карма, основная масса дурная кармы, результаты, которые мы испытываем, связана с вредом, который мы могли раньше, то есть определенно наносили живым существам. And so we have to see much consequences of negative karma. And Well, no, we see the consequence of not engaging in negative karma. И точно так же мы увидим последствия невовлеченности в дурные действия. То есть, если мы отказываемся от... Because when we stop harming others, то есть мы прекращаем наносить вред другим, и тем самым мы в результате получим то же самое, те же самые последствия, то есть только уже с позитивного качества. then people stop wanting to harm us. И люди перестанут вредить нам, соответственно. But anyway, this is the idea: is we don't have to believe in karma. Just use it as an idea of how you want to В целом, live your это life. не является таким предметом веры, скажем, да, то есть это не то, во что мы должны вот так вот поверить и вот все вот, а это скорее той идеей, тем принципом должно быть, на котором мы должны строить свою собственную жизнь. И если мы будем так к этому относиться, то это просто будет вот той теории, тем принципам нашей жизни, на котором мы предпочитаем следовать. Не такое вот жесткое, скажем, идея, в которую мы должны поверить, а принципы, на которые надо строить свою жизнь. Let me see if there's any questions on karma before I go back to the Four Noble Truths. Итак, был вопрос по карме, относительно кармы, вот даю возможность задать. У меня больше вопрос по очистительным действиям негативных последствий. В книге «Его Святейшества» написано, что лучший вариант для размышления во время таких практик – это размышления о пустоте совершенных этих действий. То есть вопрос, как… Пустоте действия. Да, пустоте действия. То есть вопрос, как это может уменьшить Что это такое негативное пустота? действие. Потому что действие-то уже совершено, последствия будут, и каким образом разрушение Да, пустоте это могут помочь. It's a question concerning purifying practices, purification practices. And Lama Sopa in his book writes that the best way of thinking concerning this purification, best way to think for purification is to think about emptiness of past actions. Okay. So these actions are already performed. Sure. So what's the use to think about emptiness or the actions which are already performed? Oh boy, big question. So when we start thinking about emptiness, we are trying to target the root delusion, the main delusion that is causing all of this problem.
когда мы начинаем размышлять о пустоте, вот эта самая задача, которая ставится во всех этих размышлениях, медитации и так далее, о любой форме размышлений, она представляет собой искоренение того самого базового, самого фундаментального, искажающего воззрения, или, скажем так, эффективного состояния, которое лежит в основе вообще всей взаимозависимости, всех кармы и омрачений. То есть она призвана, вот эта медитация, воздействовать на самый-самый-самый корень омраченного состояния, омраченной действительности. То есть вот самый-самый корень кармы и омрачений. So, because our root delusion is to think that things exist intrinsically or inherently, we have to realize emptiness, which means that they don't exist that way. Почему так? Потому что самым коренным, самым фундаментальным, аффективным состоянием является восприятие предметов в действительности, существующими тем способом, каковым они не существуют на самом деле. Каковым, то есть восприятие действительности такой, каковой она не является на самом-самом ее базовом уровне. Вот для того, чтобы искоренить эту самую базовую аффективную форму восприятия, требуется медитация на пустоте, или же мышление о пустоте. So when Rinpoche says to think about the emptiness of the action, the karma, he is advising you to meditate on the final antidote, the main antidote to all of our problems. Поэтому, когда Лама Сопа советует медитировать на пустоте совершенной кармы, то есть которая уже совершена, он фактически дает совет направить усилия на искоренение полное искоренение вот всей той вот кармической действительности, эффективной действительности, которая лежит вот в основе вообще, то есть всего вот этого самого колеса существования. Полностью всей. Because the wisdom realizing emptiness is the main tool for achieving nirvana and achieving Buddhahood. Это называется мудрость достижения нирваны или мудрость постижения пустоты и так далее. So it's a tool to help us to Это такой meditate on инструмент, который emptiness. помогает реализовать вот эту важную буддийскую задачу. So emptiness is a big subject. Это очень большая тема, Complicated subject. Сложная тема. So I don't know if I want to go there today. И Дон не уверен, что он собирается посвящать много внимания этой теме сегодня и завтра. Еще вопросы относительно кармы? But there is a whole process for doing purification, involving 4 powers. And have you taught on that here? Is it taught here? Есть особые в очистительных практиках, они чем отличаются? Вот мы говорили о 4 опорных кармах, любые очистительные практики, буддийские, в буддизме, да, они отличаются тоже наличием 4 особых характеристик, или что называют 4 силами. Это безотносительно любые очистительные практики. I don't know that I want to teach on it because I'm not sure it's applicable to everyone in the room. Он сейчас не хочет в это углубляться, потому что он говорит, что не знает, что всем ли подойдет присутствующим эта тема, может быть, кто-то. If you're curious about, you want more information, maybe talk to Eliona or Dinara, somebody who knows what books есть you have. источники, которые подходящие источники, откуда все можно подчеркнуть информацию, литература, соответственно, можно поговорить с членами Буддийского центра, и вам подскажут, какие источники более подходящие. Можно ли взять на себя чужую карму? Можно ли, can anybody take another's karma to himself? Добавление вопроса вот этого тоже. Карма семьи существует, то есть можем ли мы, очищая себя, как-то влиять на нашу мать, на ребенка? Тоже, в принципе, there is connected question. One question is, can anybody take another's karma? Yeah? Just simple question. Okay. Just simple. Second question: is there any common karma? Is there family's karma, which are groups? Collective karma. So, my understanding is that essentially your karma is your karma. Дон понимает теорию кармы таким образом, что на базу, в основном, скажем так. Карма – это только того человека, или, скажем, существа, который ее совершает. Okay. So,
there are some very highly developed lamas and teachers who may be able to have some effect. Но правда в том, что есть очень высоко реализованные ламы, которые порой своих учеников или, скажем, кого-то еще могут освободить от тех или иных последствий кармы при наличии там тоже стечения определенных обстоятельств. But essentially we can't Но experience the по karma we сути didn't create. это очень такой необычный, скажем так, случай, и они не, как правило, не очень Because if we look at those two principles, we have to have created the karma to get the results, and if we created it, we experience it. Обратите в связи с этим внимание на два последних озвученных принципа кармы, 2 из 4. Какие они были? Во-первых, вы не можете потерять, 4-й был, да, не можете потерять совершенное действие. Если вы его совершили, оно не потеряется, оно никуда не денется. Но если вы его сами очистите, допустим, да, или там нейтрализуете, но либо оно созреет. Это одно. И третье было то, что вы не можете испытать последствия того, чего вы не совершали. Ну, То есть, если вы когда объясняется, что если, например, там врач лечит больного, и потом тоже плохо, тебе так же, как твоему больному, то что, зачем надо лечить? Окей, может быть, сначала про семейную карму, потому что иначе как-то перепрыгнем. Окей, about family karma. So when we talk about group karma or collective karma, it's called, that is karma that was created as a group, but again it gets experienced as a group. Действительно, есть такие явления, как групповая или коллективная карма. Дело в том, что мы даже вот живя в обществе или где-то еще, мы испытываем коллективные результаты. Но ведь мы должны помнить о том, что многие действия также совершаются коллективно. Действия, совершаемые некоторой группой, вполне вероятно, могут иметь и результаты, которые испытываются коллективно. And so groups can be of any size. It can be a nation. Эти группы могут быть самые разные и величины, и целый народ, и так далее. Or it could be a family. А это может быть и семья. Okay. Почему нет? Когда действие одного человека, ну, опять же, Так, действие третий одного вопрос. члена из группы изменит. У вас последовательно. Давайте, у вас был вопрос еще. Вопрос, если только высокореализованные ламы могут там последствия своим с врачом, ученикам, да? а вот, ну, например, с врачом. There is example, the lady says that there is examples when some physician or doctor cures to some patient, yes, doctor himself then can experience some kind of disease or consequences of disease. I'm just I don't know. Possible. It's possible. Он Ну, говорит, что я не это за знаю, феномен? может, Это взяли карму или что это? Или свою Does сработали таким this образом? doctor take Well, but what it may look like that. It might look наличие like that. докторов это тоже врач. Has that appearance. But what is really happening, we don't know. Это трудно об этом говорить. So I would say again, if we go back to the 4 characteristics. Но 4 принципа. Вот это, потому что, на самом деле, извините, я повторю, потому что Дон сказал, что с самого начала, что очень много всяких здесь может быть разных переплетений и прочее. Но для того, чтобы это понять более как бы так рационально, есть 4 принципа. Дальше существует много всяких подробностей, частностей и так далее и тому подобное. Но вот эти 4 принципа, они позволяют создать общую картину. Ну, как-то. So maybe if you had a doctor who was maybe on the other side very compassionate. Ну, может, у вас был какой-то настолько сострадательный доктор, что действительно он перенял эту самую карму. And he was wanting. Хорошо, переформулируем. Наличие 4 законов не отрицает, что как-то исключений, в которых может быть что-то случится, что кто-то взял чью-то карму. Okay, so the lady just clarifies: is there these 4 principles are not exclude these cases when somebody can take on our То есть это не распространенное правило, но исключение бывает. I think that we have to trust that the 4 characteristics are absolute. I mean, they're definite. Дон считает, что вот эти 4 характеристики это такие вещи, которым определенно можно доверять. So определенно можно доверять. If you have a lama or a doctor who's very compassionate,
who wants to take the illness of their patient. Понимаете, на самом деле, даже если вы забрали чью-то болезнь, это не значит, что вы чью-то карму забрали. Потому что у вас как была карма болезнь, так и была карма, что у вас кто-то есть, кто ее забрал. Then that doctor or that lama may manifest that. То есть, если, допустим, был какой-то сострадательный доктор, который забрал болезнь у пациента, ну почему бы и не поверить в это в конце? But that would be their karma. It wouldn't be the karma of the person, the patient. И возвращаясь к семье тогда, если семья это коллективная карма, может ли один член коллектива, заработавший эту карму, за всех, так сказать, всем облегчить всему коллективу жизнь? Или нет? Okay. If some family has a group karma, collective karma, can one person of this family just free all his relatives from their karma? Нет, так не бывает. We would say that it's up to each person will experience that Потому karma, что каждый человек, в общем, сам unless they purify. Может, они у вас и коллективно, но переживают ее каждый человек. Ну, просто в христианстве есть такое понятие отмолить грехи рода, или отмолить There is saying that in Christianity they have a kind of practice when somebody prays for a relative and so it can help. I would say again, these practices can help, but do they take away the karma? Да, действительно, есть такие практики, которые могут помочь. Но вы вдумайтесь, они на самом деле забирают чужую карму или делают что-то еще. Я вас хочу спросить, I don't think so. She's saying that. That's what she's asking. Let's move on to something else, because I always think that I get so many questions about karma because when I was a young Catholic boy, I would ask the priest about sinning all the time and all these exceptions. Он говорит, что у него всегда, когда тема кармы затрагиваешь, ему всегда начинает задавать столько вопросов, на которые он просто не может сам даже ответить. Он, наверное, думает, что это у него карма такая. Потому что you were some Catholic boy, yes? Yeah. Он был католическим таким в детстве этим парнем, и So when I would ask the priest all these questions about sin, приставал к священнику своему. so now I get all the Теперь все к нему лезут с этими вопросами о карме. Karma is a very difficult topic. Карма это непростая тема. But it's one of the most important teachings of the Buddha. И более того, это одно из важнейших учений Будды. And that's because if we do have conviction in karma, если убежденность в законе кармы развивается у кого-либо, then we pay attention to our actions very то much. тогда такой человек на самом деле начинает очень внимательно относиться к тому, что он делает и чем занимается. And as I said, then we also practice compassion because we stop harming other beings. И why we practice? Because we stop harming other beings. И почему мы, например, переходим к практике сострадания? Почему мы начинаем практиковать сострадание? Почему так? Это вследствие того, что мы прекращаем вредить другим живым существам. Which is good to do anyway. И это очень хорошо в любом случае. And it's one of the 8 pillars. Это одна из наших 8 колонн или 8 столпов. So again, if you want to know more about karma, there are many teachings in the Lam Rim teachings, the stages of the path. Ну, Дон предлагает также обратиться, если вы заинтересованы в большем знании о карме, к учениям Lam Rim, потому что это как раз традиционный источник для вот именно этой темы. And even in discovering Buddhism, which you have here, there's a whole course on karma. И также вот в курсе открытия буддизма отдельная тема специально посвящена закону кармы. Do you know when has that already been offered recently, or is that coming up? Yes, coming up. It's coming up. Okay, so you can come to that. That's usually called All About Karma. То есть там все о карме, да? It's okay. All right. So let's go back to the Four Noble Truths now. Okay? First one was the truth of dukkha. Так, первая истина духа, мы ее разобрали чуть-чуть. That this existence is
unsatisfactory. Это духа, еще раз повторимся, значит, что такое дух-то? Это переживание того, что нас не удовлетворяет, неудовлетворенности. The second noble truth is the truth of the cause of suffering. Вторая истина, благородная истина, это истина причины страдания. Ну, чуть-чуть скажу от себя, что еще также источник. Which we already talked about in the first noble truth, because we talked about the third type of dukkha, which is pervasive conditioned suffering, being suffering because we're under the control of karma and delusions. И это как раз она связана с первой темой. По сути, мы ее даже и разобрали. Почему так? Потому что мы обсудили 3 вида духи и увидели, что духа, по сути, означает пребывание под влиянием причин и условий и под влиянием аффективного состояния, который, собственно, и является кармой и аффект. Это и есть те самые источники или причины духи. So the true cause of our suffering are karma and delusion. Это истинная источника или истинная причина, это карма и аффективное состояние. So the cause of suffering isn't outside of ourselves. Таким образом, причина страдания, она не находится где-то помимо, а где-то снаружи от нас. It's what we create ourselves through our Это own thoughts наши собственные, внутренние and then our actions. состояния и наши собственные действия, которые мы совершили. So it's very important to understand all of those causes of delusion, of our Это suffering. важно понимать эти причины страдания. And again, in the Lam Rim, there's many explanations Здесь of тоже есть the много объяснений в delusions. рамках Ламрим и других источников классических. When I go to Moscow, I'm teaching 3 nights on how we counteract the delusions. Дон, например, в Москве вот сейчас собирается излагать в течение 3 дней способы противостояния как раз аффективным состояниям. But again, the deepest way that we affect the delusions is by realizing emptiness. Но здесь есть много разных техник и способов, но самый глубокий и самый фундаментальный способ, это то, о чем мы сегодня уже упомянули в связи с поступившим вопросом, это связано с медитацией и постижением пустоты. And that's because that is the source, believing that there is a real person, a real world, and we act in accord with Почему that. так? Потому что на фундаментальном уровне это представление о реальной личности, о реальной действительности и прочих видах реального, оно является тем источником, откуда возникают все остальные аффективные состояния и все остальные кармические состояния, кармические действия. There is a self and there is the world, but it doesn't exist in the real way we При think it этом does. нету такого, что отрицается наличие личности, наличие мира, отрицается лишь тот способ, каким каковым они на самом деле не существуют. Это самая личность, это самый мир. Again, that's a big topic. А это большая тема тоже. У нас все практически хорошо. So the first 2 truths are the Buddha telling us what our situation is right now. Вот эти первые 2 истины из 4, которые мы только что обозначили, это тот способ, каковым Будда излагает ту действительность, в которой мы находимся. То есть это Будда говорит, вот ваша ситуация теперешняя, вот эти первые 2 истины. So if we relate this to this pillar that we're talking about, the pillar of acceptance, Если мы обратимся и к связи вот этих самых 2 истин с нашими 8 столпами, то мы увидим, что вот такой вот этот наш столб, как принятие, acceptance, да, значит, он, then we recognize that we have to start by accepting that this is our то мы situation. должны понять, что вот это самое наше принятие, оно направлено как раз на эти самые 2 вида истин, 2 истины, 2 первые благородные истины. Мы должны принять ту действительность, в которой мы находимся на самом деле, наше естественное положение дел, от чего мы отталкиваемся. Это значит вот духу и вот ее источник. And we could say those 2 are pointing to the acceptance of samsara. И таким образом это означает принятие сансары, как она есть. That we are in this state. То есть надо Cyclic признать existence. себя в этом состоянии сансары. Надо понять, что я, да, вот здесь нахожусь, вот именно здесь. Что это такое здесь? Это вот это, 2 истины. But again, there is something we can do about that. Но опять, есть что-то такое, что с этим можно делать. То есть есть предмет понимания, есть предмет, как с ним работать. If the Buddha only taught those 2 truths, it would be very depressing. Если бы вот это Будда научил 2 истинам, а больше ничего не научил, это было бы очень депрессивным учением. But the Buddha went on to teach the Но last 2 Будда truths, продолжил свое учение и научил 3-й и 4-й истине. where he said there is an end to suffering. Он сказал, что да, колесо, но есть прекращение.
the true cessation of suffering. Есть истина прекращения. Which means that we can attain a state where we no longer have dukkha at То all. есть можно достичь такого состояния, когда больше не будет духи. We no longer have the causes of И dukkha. больше не будет причин духи. And then the question would be, how do we do А that? дальше вопрос как? And that's the fourth noble truth. Это четвертая благородная истина. That's the truth of the path Истина пути. that leads to the Истина cessation of пути suffering, к прекращению, то есть это истина пути к третьей истине. that causes us to experience nirvana, peace. То есть это причина для того, чтобы переживать нирвану, или иначе покой. So the path is everything we're teaching. Everything that is taught in Buddhist centers is part of the true path. Путь, вот эту самую истину пути, по сути, укладывается все то, что дается в буддийском учении. Вот все, чему учит буддийский центр, все это вот укладывается в истину пути. So even what we're going through here in Даже these когда 8 мы здесь pillars, говорим о 8 столпах радости, все это можно уложить в истину пути к прекращению страданий. we can relate all of this to our path. Все это соотносимо именно с истиной пути. But if we were to take the path and bring it down to 3 main points, then we could say that it consists of the 3 higher trainings. Ага. И если мы более подробно исследуем содержание истинной пути, то мы найдем там 3 большие темы. 3 большие темы, называются они 3 высшие тренировки. And the first is the higher training of morality, Первая высшая тренировка нравственности. which means that we have to be very careful in avoiding those negative Что actions. такое нравственность? Нравственность это большая, то есть это очень великая осторожность относительно того, что за действие, относительно совершаемых нами действий. And engaging in positive ones. И мало того, что осторожность в связи с совершением, воздержанием от дурной деятельности, также занятие позитивными делами. So that's the foundation. Это основа, основание. On the basis of morality, we practice На concentration. основании нравственности практикуется сосредоточение. So concentration or meditative stabilization means making the mind undistracted. Сосредоточение, иначе медитативная стабилизация, можно говорить, это означает приведение ума в неколебимое состояние, которым он становится очень восприимчивым. And that's through practices like meditating on the breath, single-pointed meditation. Ну вот наша медитация на дыхание это по сути самый начальный такой уровень продвижения к концентрации. And eventually you can make the mind very still and very focused. А в результате что должно появиться, что должно произойти с умом вот в результативном состоянии на основании тренировки, ум должен прийти в состояние очень высокой стабильности и очень высокой восприимчивости. And that allows you to bring things into your mind very deeply. Это позволит осуществить в уме те постижения, которые вот в этом нашем базовом уровне просто до него не дойдут. Then the third higher training is the training in wisdom. И, наконец, третья высшая тренировка в мудрости. On the basis of making the mind На very still and основании focused, второй тренировки медитативной сосредоточенности. we then investigate reality. Вот на основании, используя уже состоявшееся, так сказать, достигнутое состояние сосредоточенности, мы занимаемся исследованием реальности And we come to understand emptiness. и приходим к пониманию постижения пустоты. And then we realize emptiness very deeply in the mind. Постигаем пустоту на очень глубоком уровне. And then it removes all of the Вот delusions. тогда всякого рода оснований для аффективных состояний Stage by stage. исчерпывается постепенно, этап за этапом. And then we achieve eventual freedom from all of И this. в конце концов достигается свобода. So that's the context for all the Buddhist teachings. Это общий контекст любых буддийских учений, вообще всех. This was the first discourse that the Buddha Всех gave. традиций, всех остальных. Это просто вот общий ход. And everything else the Buddha taught for 45 years is an И extension of that. Будда преподал это учение 4 благородных истин, и все, что он потом на протяжении 45 лет говорил, все укладывается в этот контекст. So, again, relating it back to acceptance, if we can say we accept the first 2 truths, that we are in dukkha and that we created the causes, then we can also make the commitment to change that by achieving cessation through practicing the path. Что касается вот этого самого принятия, если мы признаем себе, про себя, для себя признаем, что мы принимаем духу, принимаем ее причины, мы точно так же сами, как вот мы это признать, мы можем взять на себя ответственность за выполнение верных
дальнейших действий. But what's important also about working with dukkha or suffering is that we can also learn a lot from our suffering. Learn a lot. И что здесь важно в связи с дукхой, когда мы изучаем, понимаем вот свое собственное страдание и так далее, мы можем многому научиться от своей собственной духи, от своего собственного страдания. In essence, we could say that there's much opportunity, for us to grow and change, to transform when we work with our suffering. Вот эти все случаи, когда мы работаем, скажем, когда мы вынуждены иметь дело со своим собственным страданием, в действительности предоставляют нам много возможностей для существенных перемен, для существенного изменения себя самих. Most people, when they come into contact with suffering, they want to. Вообще общая такая позиция людей, когда они встречаются со страданием, они-то их очень сильно расстраивают, они пытаются бежать от этого страдания. And they want to deny it. Они отрицают его еще. But if they accept their suffering, then they can work with it. Но если принять это самое страдание, то есть принятие, значит осознать по сути, да, тогда это дает возможность что-то с этим делать. In Buddhism, there's a wonderful analogy for this, metaphor for this. Есть прекрасная буддийская метафора с этим. Most of you know the lotus. Лотос. The lotus comes out of the mud in the pond, and the parts of the pond that are very muddy, very dirty. Почему так много у нас цветков лотоса на всех изображениях и так далее? Потому что лотос это такой цветок, который произрастает из болотной грязи, из болотной жижи, которая такая грязная. And the lotus comes up and it flowers, unsullied by the mud, not dirty by the mud. Раскрывается на поверхности, и вот совершенно чистый. Его не затрагивает вот эта вся тина и все остальное. But the lotus needs the mud. Но вот без этой вот болотной жижи лотос не может. Kind of in the same way that we need to have an understanding Поэтому нам, чтобы достичь реализации, нам вот это надо все. Of the truth of suffering, the truth of dukkha, before we can move away from that, before we can use that in our. Потому что пока мы не научимся использовать вот эти стимулы, освободиться от духи, никакой реализации не будет. So it's actually from accepting our suffering that we are able to transcend our suffering. И если мы научимся принимать свое страдание, это также послужит тем основанием, которые позволят его преодолеть. And let's go forward to a few more slides. Пожалуйста, вперед несколько слайдов. Go ahead again. One more there. Okay. Here's a quote from Lama Zopa. Lama Zopa Rinpoche, as you know, he's our spiritual director, and he teaches often on this idea of how we transform suffering or problems into happiness. Maybe you could say that. Translation. No, first just introduce Lama Zopa, like I did. So that Lama Zopa teaches on this very frequently, this idea of transforming Ну, здесь problems. относительно принятия страдания в особенности, то есть мы говорили о принятии и также о принятии в особенности страдания. Да? Есть совет Ламы Сопы, который представлен на слайде. Сначала он попросил сказать несколько слов о Ламе Сопе, может быть, кто-то мало его знает, но это в действительности очень известный Ринпоче среди тибетской общины и в целом в мире. Он является уже многие десятилетия, наверное, даже, да, десятилетия духовным главой КМТ, Фонда сохранения традиций Махаяны, и до этого он также был, до того, как вообще возник КМТ, он был уже Ринпоче в монастыре Капан. Что еще сказать? Вот about Lama Zopa more. Oh, no, that's good enough. Okay. Please go ahead. Так, и теперь переведем. Итак, принятие проблем вместо того, чтобы отвергать, отрицать их, способно привнести большое отличие в нашу жизнь по сравнению с нашим обычным опытом. Оно способно на время прекратить беспокойство и страх. Сверх того, если кто-либо способен совместить вот это самое принятие проблем с добродетелью, с благими практиками, через применение трансформирующего мышления Махаяны, тогда опыт вот этого самого страдания или проблем на самом деле превращается в практику дхармы.
So the idea here is that when we have suffering or difficulties in our life, it's actually a very good opportunity to practice Dharma. Какая идея? Идея в том, что у многих людей в действительности есть серьезные проблемы, но если речь идет о таком проблеме человека, который вот знакомится с дхармой, то вот эти проблемы способны, личные, да, они способны, дают возможность, дают отличную возможность для практики, такой возможностью, которой в обычном состоянии просто может быть не быть, может не быть. I mean, one of the first ways we can practice this is by acknowledging that it is our own karma that has ripened into that result. Being aware of, accepting that is our own karma coming to fruition. So we can be happy that that's exhausted. Окей. И, в общем, например, Дон приводит пример, самый простой такой уровень, который можно предположить, если мы видим, что испытываем трудности, и они у нас созревают, мы начинаем понимать и проникаться той идеей, что созревает наша дурная карма, мы при этом также понимаем, что единожды созрев, она тем самым прекращает свое существование. То есть, да, она созрела, мы испытываем эти трудности, но если эти трудности не какие-то там мы продолжить мы продолжаем, да, то дальше эта карма уже больше прекращает свое существование, значит, она больше не будет на нас воздействовать. So when we know that karma is finished, we can be happy. Это повод в общем, для радости, потому что если карма прекратила свое существование, значит, она исчерпалась, все. But moreover, we can also not create the same causes in the moment. Теперь уже, зная о карме, мы можем воздержаться от того, чтобы создавать аналогичные причины. So if someone gets upset with you and yells at you, допустим, upset with me, yes, вас. Whoever. Допустим, значит, кто-то весьма сердит на нас, да? You can be happy that karma has ripened to be yelled at. Ну, допустим, да, мы видим, что на нас сердится, но мы также можем понять, что некоторая наша карма при этом исчерпалась. And part of one of the causes for being yelled at is to have been harsh with other people, to have been. Поэтому мы, поняв, осознав это, мы не будем, допустим, отвечать ему, скажем, агрессивными высказываниями, да, а как-нибудь постараемся эту ситуацию сгладить. So if you're patient and you don't yell back, и тем самым будем выполнять практику терпения. Then you stop creating the causes to have that experience. Таким образом, мы, с одной стороны, прекратим воспроизводство вот этих самых негативных цепочки причин. And if you're compassionate and kind in response to that, you create even more positive. А если мы при этом еще и будем отвечать, скажем, сострадательным способом, по-доброму отнесемся, да, не значит, что мы там как-то вот заулыбаемся, ум сразу используя, скажем, разумно, да, то, соответственно, это создаст очень благоприятную цепочку событий для дальнейшего, для будущего. And there's lots of room to be compassionate towards that person, lots of reason to be И compassionate. мы в действительности имеем много причин для того, чтобы именно по-доброму и со страданием отнестись к такому человеку. Because that's a person who is just like you, under the control of their karma and delusions. Ну, и самое здесь самое базовое, это то, что этот самый человек, который там нас так сердит, он относится к такому же, то есть он находится в том же самом состоянии, что мы сами, то есть он точно так же под контролем кармы и облачением, мы это хорошо можем понять и, так сказать, и реагировать, соответственно, с состраданием. And of course you could also remember emptiness. А можем попытаться вспомнить о пустоте. That there is no real I that's being yelled at by a real person. О том, что нет, не существует никакого такого и в истинном смысле я, никакого в истинном смысле другого. So there are many ways to work with suffering. То есть страдание на самом деле дает много возможностей для того, чтобы работать с ситуацией. So then it's not just that the karma is exhausted, we also make it into virtue, as Lama Zopa says. А можно и преобразовать кармическую ситуацию в нечто очень благоприятное. Okay. So this is something that takes great skill, so we shouldn't think that we can do this immediately. Ну и в действительности вот эти все ситуации требуют определенных умений и, собственно, представляют собой умелый, так сказать, способ реагировать на эти самые ситуации. So when I teach on confronting our delusions, working with our delusions, sometimes I say that the first defense, the first thing to do is to get away from them.
object, get away from what's harming you. Ну, например, Дон, когда обсуждает более подробно такие все ситуации, он говорит, что, может быть, первый уровень работы с этой самой ситуацией, может быть, заключается в том, чтобы удалиться подальше от такого вот зловредного субъекта, да, который на нас как-то очень сердит или агрессивен и так далее. Ну, скажем так, дистанцию. Or at least keep our mouth shut, keep our hands down. А можно так закрыть рот, опустить руки и нормально. Master Shanti Deva says, be like a piece of wood. То есть, если я как дерево, то, собственно, на дерево, что с дерева взять? But sometimes that's where we have to start, is saying, I'm not going to react, or I'm going to get away from that. And that's okay to start there. Ну, может быть, для начала, скажем так, если вы еще не очень умелый практик, да, может быть, это и хороший способ на самом деле, потому что для кого-то лучше просто сбежать подальше куда-нибудь. Because at least we don't create negative По karma. крайней мере, вреда большого не будет, и новой кармы не появится. And then as we strengthen our mind, we can be with the other person and maybe be patient and compassionate and Когда kind. у вас ум уже вот такой серьезный, сильный, да, то, может быть, вам наоборот полезнее быть с этим человеком и, так сказать, сострадательно реагировать. So these are all part of what we call mind training or lojong. Ну вот, на самом деле, всем ситуациям посвящен специальный раздел практики, называется «Тренировка ума», по-тибетски «ладжонг». But it starts with this idea of acceptance of our suffering. Он тоже основан на той же самой идее принятия страдания в особенности. And once we accept our suffering, then we can work with it. И приняв или признав это самое страдание, мы способны иметь с ним дело, то есть взаимодействовать. So let's go forward a few slides. Пожалуйста, вперед несколько слайдов. Diminish a lot of the expectations and different thoughts that get us into trouble. Когда мы заняты медитативной практикой, используем медитативные техники, это приводит, ну, естественным образом приводит к уменьшению большого количества различных мешающих мыслей и других состояний, которые препятствуют вот, нашему адекватному восприятию действительности и делают нас более умелыми. Maybe you could translate that last sentence where it says meditative practice. Значит, многие традиционные буддийские практики направлены на нашу способность видеть жизнь, ну, верным образом, скажем так, за пределами ожиданий или наших проекций, или искаженных воззрений, которые мы обычно имеем в своем восприятии. Медитативная практика позволяет нам оставить препятствия, отвлекающие мысли и ощущения, так что мы становимся способны воспринять реальность и становимся способны более адекватно, более умелым образом на нее реагировать. So when it says to respond to it more skillfully at the Что end, значит более умелым образом реагировать? that means again that we're going to still deal with reality, with the things that are happening. Мы по-прежнему собираемся иметь дело с той же самой действительностью. По-прежнему собираемся, мы никуда от нее не уходим, мы никуда не уходим от нашего принятия, мы по-прежнему направлены на действительность. But we do it without hatred and without any of the Но нас disturbing. уже не ограничивает, скажем, допустим, сильный гнев или там ненависть или что-то еще подобное. So this was what came up in the question earlier about, Задавался вопрос. it doesn't mean that you don't say something or do something that needs to be corrected. Instead you do it, but you don't do it with hatred, you don't do it with... Например, возможно, мы должны отреагировать некоторым, да, я помню, вы задавали вопрос про человека на конференции, значит, возможно, возникнет ситуация, когда мы должны бы применить какие-либо реакции, скажем так, ну, такого силового или там насильственного толка какого-то, да, то есть мы должны поставить вещи на места, но мы при этом внутренне уже не будем испытывать большого гнева, да, большого неприятия, а мы будем просто осознавать необходимые действия и выполнять их. Даже внешне демонстрируя некоторую, скажем, угрожающий вид, мы при этом не будем, скажем, испытывать внутренние негативных ощущений. So this goes back to what we talked about earlier, that acceptance doesn't mean resignation. Doesn't Итак, mean accepting. принятие не означает капитулирование.
we instead accept that that is what we are facing, and then we do something in response. Это не значит, что мы вот перед нами такая проблема, все, мы не можем решить проблему, ничего подобного. Мы признали эту проблему, мы дальше должны иметь с ней дело. Вот это принятие. Another one. Another one. Another one. The next one. Okay. Maybe you. So in response to people who are harming us, this is the advice from the Dalai-lama. Итак, совет Его Святейшества Далай-ламы, как относиться, как о буддийской практике, как реагировать на людей, которые вредят нас. Сострадательным является такое действие, когда мы способны остановить им, потому что они вредят самим себе прежде всего, а также вредят тем, кто страдает от их деструктивных действий. And this is in particular when we see others being harmed. И мы здесь также видим, что мы предотвращаем вред, который может быть нанесен другим людям. As we said earlier, maybe we can stand being harmed to some degree because we have courage. На каком-то уровне, может быть, лучше мы себя подставим вместо этих самых других людей. Пускай на нас, скажем, обрушится нечто. But when we see injustice in the world, we need to respond. When we see injustice. Но когда мы видим, встречаемся с несправедливостью в мире, мы в общем, наша, скажем так, нравственная позиция, это то, что мы должны на это реагировать. Мы должны что-то сделать, чтобы улучшить эту ситуацию. Okay. Let's see if there's any questions or comments on какие у нас могут быть acceptance. еще вопросы? There's a lot I talked about here. Yes. У меня такой вопрос. Если видим, что люди, которые нам не безразличны, они совершают раз за разом разрушительные действия. И мы хотим им помочь искренне, но люди не готовы воспринимать помощь. То есть как в таких случаях поступать? И второй вопрос, он тоже с этим связан. Какие техники на начальном уровне все-таки могут помочь мне заразиться этими омрачающими состояниями ума других людей? От тех, кто нам не безразличен. Даже нет, когда нет возможности удалиться, то есть, например, в тесте не работаешь, еще что-то. Давайте вы мне напомните потом второй вопрос. Two questions. First question, two questions. First question, if some people who we love or whatever, any kind of close people are involved in negative actions, destructive actions, but we want to help in any way, so what can we do? And it does take great wisdom to know how to help. Требует это великой мудрости, чтобы помочь таким людям, которые нам не безразличны и тем не менее вовлечены в дурное действие. And many times we can't help because we don't know how to. И здесь нету однозначного ответа. Many times we can't help because we don't know how to. Здесь нет однозначного ответа, и во многих случаях мы не сможем ничего сделать. So Buddhism is very much teaching that we need to become better capable ourselves to help others. Основное послание буддизма и основная, скажем так, направленность всего учения, она на то и для того, чтобы сделать лучше самих себя. This is why we often say that compassion isn't enough. Поэтому говорят, что сострадание, лишь сострадание, одного сострадания не хватит нам, недостаточно. We also need wisdom. Нужна мудрость. So they often say this is like two wings of a bird. Поэтому эти сострадание и мудрость — это два качества, которые часто уподобляют двум крыльям, которые нужны, чтобы летать. So to fly to enlightenment, we need both the Чтобы compassion and the долететь до wisdom. просветления, надо два крыла. So, I mean, it would depend upon the specific situation as to what to advise to do. Конечно, для некоторой конкретной ситуации должны быть конкретные рекомендации, должны быть конкретные советы, в нее надо вникнуть и понять, в целом вот так. But if this is someone who you know very well, maybe you can say something Но from your если wisdom. этот человек, это тот, кого вы очень хорошо знаете, как-то вы найдете способ сказать ему какие-то некие вещи так, чтобы он к вам прислушался. Maybe something that you think will help based on what you have learned. И, то есть вы должны понять, найти тот способ, которым он вас послушает.
But there are some situations, such as if somebody is being physically abused. Есть ситуации, когда кто-то физически, скажем, Abused is greatly harmed. ну, кто-то очень сильно поврежден физически, ну, допустим. Then maybe you need to remove yourself from that. Скажем так, бывают ситуации, от которых вам самим лучше оставаться. That way they stop harming you. They don't create that negative Тогда karma. они не будут вредить вот вам, эти ситуации, и не будут создавать соответствующие. And it's okay that you don't be harmed. There's no reason for you to be harmed if you can avoid it. То есть бывают ситуации, когда вам самим лучше избежать. So Buddhism doesn't teach that you just sit there and suffer and let them do what they want to То есть do. нет такого в буддизме, чтобы вам говорили, сиди здесь и страдай, и вообще терпи. But you use your wisdom to discern Используйте вашу разумность, what's the best. для того, чтобы найти тот способ решения ситуации, который в данном случае наилучший. Did that help? Второй вопрос, пожалуйста, Да, напомните. второй вопрос. Какие техники на начальном уровне могут помочь избежать некого заражения омрачающими состояниями от других людей, когда идет определенная For beginner level, what meditative techniques could help to avoid influences from other people, negative actions, not to catch their negativity? Well, I think the most important thing in our practice is to protect our own minds. Самое важное в практике – это охранять и защищать свой собственный ум. Which means that we do have to first still the mind, make the mind focused. Это что значит? Это означает, прежде всего, необходимо уметь успокоить и придать ему вот это сконцентрированное, сфокусированное состояние. And that is one part of meditation practice. Это очень важная часть медитативной практики. We call that stabilization Мы называем это медитативной стабилизацией. or placement. Или, скажем так, помещением ума. But then we also do what we call analytical meditation. На этом основании дальше, то есть это первая часть, на этом основании выполняется вторая часть, которая называется аналитическая медитация. Which is after we have made the mind more still, Это означает, что достигнув некоторой степени стабилизации ума, то есть, несколько его стабилизировав, скажем так, then we think about some мы of the затем ideas that we применяем learn. сосредоточенное размышление And we try to then на заданные темы. make those teachings present in our mind so we can use them И in the через world. это размышление стараемся обеспечить присутствие учения в своем собственном уме. То есть сделать так, чтобы учение не на бумаге вот осталось, да, а чтобы оно оказалось в нашем уме, вошло внутрь. So some people are so negative. Again, our first defense should be to not be И with them. если вокруг вас кто-то очень дурной имеет место, то и вы являетесь, скажем так, начинающим каким-то буддийским практиком, да, весьма таким начинающим, то, может быть, для такой ситуации будет лучшей рекомендацией постараться куда-нибудь подальше, так сказать, удалиться. Not that we lose our compassion for them, Это не означает терять сострадание. but we remove ourselves from that Но мы situation. просто удаляемся от той ситуации, которая иначе повредит. And then as we develop more skill in meditation, Но в дальнейшем у нас может появиться уже больше искусности в медитации. then maybe we can be in their presence and Тогда keep our mind вполне возможно, что мы сможем уже сознательно присутствовать в той самой ситуации, от которой раньше нам надо было пытаться отстраниться. So the advice always is to know where you are in your practice and practice Так вы that должны way. знать, вы должны понимать, на каком уровне находитесь вы сами, должны знать свою практику и себя. И уметь, так сказать, оценить It's свои okay. силы. Спасибо. Еще? So let's go to the practice advice for acceptance before we leave. We don't have to put it up on the screen because you all have it on the sheet. Итак, очень хороший был вот этот последний вопрос в виде практического совета относительно принятия. So maybe we don't need to read. Just say that this first one has to do with the two verses. This is for, The fourth one. here.
This one has to do with those. Итак, еще раз принятие, практический совет. Итак, поразмышляйте над строкой мастера наставника Шантидевы. К чему печалиться, если все можно еще поправить? И к чему печалиться, если поправить уже ничего нельзя? It was Шантидевас. Yeah, or the serenity prayer. Господи, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить. Мужество изменить то, что я могу изменить. И мудрость отличить одно от другого. Whichever they prefer to work with. Вот мы можем немножко комментировать над тем, что нам больше нравится, то ли то ли это. And then the second point is to, И далее, maybe you can read that one out. второй пункт здесь. Думая о чем-то, что вам трудно принять, осознайте, что такова природа действительности, что вы не можете знать всех факторов, приведших к этому, и что вы можете использовать это позитивным образом. Отмечайте любые перемены. Это is it homework? Not quite home. Practice suggestion. Yeah. I mean, Lama Zopa Rinpoche says that if we really work hard at this, we can learn to like our problems in the way we like ice cream. Лама Сопа говорит, что мы можем, если мы будем постоянно так вот этим заниматься, то мы можем так полюбить про свои трудности, как мы любим мороженое. I'm not there yet, but I aspire. So many questions on this. Какие еще вопросы можно задать? So I realize this is a lot of practice advice. You don't have to go home and do this tonight. Ну, в общем, это не предполагает, что вы должны сейчас отправиться домой и все вот это вот сразу применить на практике. This is so that you have something you can look at after the course. То есть это все, так сказать, в перспективе должно рассматриваться. And you can continue to practice and work with these. Продолжительным образом. And again, if you have any interest in pursuing the book of joy that this comes from, there are chapters on each of these 8 pillars. Each of the 8 pillars, there's a chapter. Ага. И, значит, если нас кого-то заинтересует эта книга радости, то каждому из 8 столпов вам соответствует специальная глава, то есть там каждому из этих 8 колонн посвящена своя глава. But as I said, those first 4 are mostly working with our mind or our Мы thoughts. сказали, что вот эти первые 4, они в основном описывают качество нашего мышления. And tomorrow we'll begin with the 4 that pertain to А the завтра heart мы qualities. сосредоточимся более на наших переживаниях, то есть на то, что мы называем нашими эмоциями. Это будут следующие 4 колонны или столпа основы. You can read ahead and read those, it's fine. We'll cover them tomorrow. Okay? All right, thank you all very much. Let's wait, just have one, stay for just one moment. Let's just have some thoughts of what we call dedication. Окей, да, значит, в буддизме принята такая вещь, как посвящение заслуг. Вот мы здесь сейчас проводили занятия, и вот следуя традиционному способу, буквально несколько секунд, это то, что мы называем посвящением заслуг, это небольшая молитва. So we generated a good motivation for Мы being here, породили хорошую мотивацию. wanting to benefit both ourselves and others. Мотивация была направлена на то, чтобы принести благо себе и другим. So now think very strongly А теперь мы through просто подумаем очень так хорошо и ясно, everything you've heard and thought today, то все, что то позитивное, что было наработано за этот день, за этот семинар, all the ideas you've planted все in your own mind, позитивные идеи, все, что позитивные сдвиги в уме, may this come to ripen and пусть это все созреет the best possible benefit for yourself and all beings, наилучшим образом и принесет, будет как можно более полезно для that all beings may be able to всех живых actualize существ. perfect Пускай joy мы сможем принести эту пользу, распространить эту пользу на всех бесчисленных живых существ. and true happiness. Пускай это сможет принести им счастье. And then let's also dedicate for the good health and long lives of our teachers. И также мы можем посвятить эти заслуги здоровью и долголетию своих учителей. We can dedicate for the Dalai-lama as well as the Archbishop Dесмонд Туту. We can also dedicate for all the other spiritual guides we То have. есть Его Святейшество Далай-ламе, Десмонду Туту и всем другим учителям, для нас полезны, с которыми у нас хорошая связь. And especially for Lama Zopa Rinpoche, our spiritual Особенно director. также, возможно, Ламе Сопы Ринпоче. Okay, thank you very much. Большое спасибо.